Обновленная версия кроссовок, на которую я делал обзор около 2 лет назад. И сейчас это максимально актуально, потому что ценник у них нереально лояльный. Можно сказать, что по цене 2 пар каких-нибудь носков брендовых. Хотя эти бренды уже ушли. Эти кроссовки имеют отличную поддержку пятки, лучшую, чем у прошлой модели. К слову, на Xiaomi-шные кроссовки практически на все, включая трейловые, обзоры у меня есть на канале. Систему блокировки в виде рыбьей кости. Это такая особая система. Не скользящую прорезиненную подошву, технологию Cloud Bomb Corn, даже стельку с антибактериальным покрытием. К слову, стельки здесь более чем. А также светоотражающую пряжу, которая может обезопасить вас во время вечерней пробежки. И чтобы вы знали, старые кроссовки от Xiaomi у меня все еще не погибли. Перейдем же к довольно хорошо сбалансированным кроссовкам под названием Xiaomi Midget Sneaker 4 2022 года выпуска. Полетели! Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И такое счастливое у меня лицо по той причине, что наконец, вопреки всему, несмотря ни на что, я делаю обзор на новые Xiaomi-шные кроссовки. К слову, Xiaomi-шных кроссовок у меня, наверное, пар 6 новых, на которые я не делал обзоры. Но здесь чуть-чуть другое. Это легенда. Это Xiaomi Midget 4 версии. Притом я в итоге все-таки купил их белыми. Возможно, куплю черные еще. И эти Midget 2022 года. То есть это реинкарнация. Плюс у меня есть еще прошлая версия. В ролике обязательно ее вам покажу. Но не в этом суть. Суть в том, что 44 размер. И внешне они сильно изменились. Первые эмоции тяжелые. Я до такой степени привык к каким-нибудь там легеньким летним New Balance, что вот эта штука очень даже неплохой поддержкой боковой, с тканевой верхушкой. И по большому счету низ у нас не поменялся. Но первая эмоция — носки без клея. Вторая эмоция — не забывайте подписаться. И добавляемся еще в телеграм-канал взаимопомощи. Буду туда еще и вещи добавлять. Потому что ввиду того, как быстро уходят бренды из Российской Федерации, даже я уже в корзину, наверное, вещей 40 закинул не только ленинговских, но и китайских. Да и ладно, буду теперь футболки не по 1000, а по 300 рублей на Алишке покупать. Но это лирика. Второе — это стелька. Стелька, к сожалению, не радует. То есть я не скажу, что она здесь анатомическая, она неплохая, химией ничего не пахнет. Здесь у нас обещание 270 миллиметров по стопе, максимум 44 размер, 45 я не встретил, но это тоже лирика. Почему? Потому что по моему опыту 44 на мои 285 миллиметров даже не очень плох. Бегать не особо комфортно, потому что я напоминаю, что любые кроссовки для бега должны быть на сантиметр-полтора больше от большого пальца. Почему? Потому что во время бега ваша нога расширяется. Дальше, если по поводу бега, здесь эти кроссовки всегда для нормальной пронации. Если у вас она избыточная, если у вас какие-то особенности с плоскостопием, вам необходимо к ортопеду, и ортопед подскажет вам, какие вам нужны стельки. Взвешиваем это дело. 427 граммов. И это вообще не беговой вес у кроссовок. 260 граммов, да, это беговой вес. Сзади у нас есть такие штучки, за которые можно эти кроссовки вешать. Здесь дырки, в которые 100% будет забиваться грязь. Возможно, здесь есть элементы из разряда светоотражайки. Вот это светоотражайка, это светоотражайка. И давайте посмотрим ширину по стопе. Я думаю, те, кто понимают, они знают, зачем я это делаю. Здесь у нас 116 миллиметров. Здесь у нас 91 миллиметр. Высота пятки 53, переход назад, очень похоже на зумовские, найковские кроссовки. И здесь у нас, ну, где-то посерединке стопы 28 миллиметров, то есть 28 с переходом на где-то примерно 41. 13 миллиметров перепад, довольно удобно для ходьбы, но напоминаю, разумеется, я в них побегаю, разумеется, я в них попрыгаю, вы увидите это в ролике, но это точно не беговые кроссы. Вы в них можете разминаться, вы в них можете в прямом смысле сжигать жир, потому что они довольно тяжелые для бега, но они устойчивые, и если вы планируете бегать 20-40 минут на пульсе в 140, и это идеальный пульс для того, чтобы разогнать метаболизмы, советую. Вот сходу, без начала, конца, еще каких-то вещей, потому что шито неплохо, а курс на Али сегодня $66. И насколько дешево это получается, если покупать, ну, чуть-чуть дороже, чем найковские носки. И здесь пауза. Так оно и есть. И чтобы не быть голословным, вот смотрите, это баскетбольные кроссовки Ленинг, на них, кстати, обзора у меня не было, но, чтобы вы помните, да, сколько это дело весит,
Это у нас весит 426 граммов. Все прекрасно знают, что баскетбольные кроссовки на 2 размера больше. 428 граммов. И это баскетбольные кроссовки с боковой поддержкой. Вот это трейловые кроссовки. Это кроссовки, в которых можно бегать по лесу. Вот они ужасного вида. Специально, чтобы вы увидели, что я в них бегаю. И они у нас весят 394 грамма, то есть это кроссовки, в которых можно бегать по горам, не бояться камней, у них специальная подошва. У этих кроссовок, вот это Xiaomi, они тоже есть на канале в обзоре. Кстати, вот эти две пары я так и не пообозревал, возможно, пообозреваю. На них есть обзоры, и в них можно вставлять чип. Они уже беговые, 286 граммов. И это дешевые ленинговские Райдер 4. Я в них эгегей сколько набегал. Вот они у нас весят 296 граммов. То есть они лидер среди всех кроссовок, которые у меня есть. Но Midja всегда такая. Всегда они симпатичные. Всегда они, если белые, тем более непрактичные. Но для ходьбы удобны. Плюс, ну, стильно же. Поэтому смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса в описании. 30 числа каждого месяца я все разыгрываю. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас почти 12 тысяч человек и 47 тысяч человек в телеграм-канале со скидками. Зайдите обязательно, потому что вы удивитесь, как много интересных девайсов в принципе выпускается, потому что я туда постоянно скидываю то, что я купил для обзора. Допустим, тот же Neo 3, который 23 тысячи сейчас стоит. Либо я купил вот буквально вчера IQOZ Neo 6 SE. Да, и такой есть, если посмотреть на его спеки, цена просто блеск. Полетели. Максимальный размер постельки, во всяком случае на Алиэкспрессе, 276-280 мм. Минимальный 241-245 мм. Есть и больше, значительно при том, но по факту вот это то, что я нашел сейчас на Али, и больше я и не видел. На мою ногу 44 размера в 285 мм они маловаты, как и прошлые модели. Носить можно, бегать однозначно не радость, да и в принципе они слегка жмут. К примеру, у моего оператора Игоря стопа 280 мм, даже ближе к 175, и на его ногу они идеально подошли. Если хотите размер больше, пишите продавцу, и вполне возможно он вам его найдет. Проще говоря, вот 44 максимальный, это на наш 43. Я приобрел кроссовки в белой расцветке, однозначно для Санкт-Петербурга это не самый подходящий вариант. С другой стороны, максимально модно. Есть и другие цвета, и если вам интересно, куплю все, в принципе. Также есть цвета черно-белая подошва, полностью черный, голубой верх и белая подошва, серый с белой подошвой. Всю линейку пока на Али не видно. Внешне от младшей версии они практически ничем не отличаются. Ну, лейбл отличается и пятка, но об этом далее. К слову, обзор на прошлую версию вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Верх кроссовок выполнен из ткани, светоотражающей пряжей для безопасности. Ничего у меня не рвется, у кого-то рвалось, но опять же у этого бренда, у Xiaomi, именно эти кроссовки уже есть подделки. Они в 2 раза дешевле стоят, на них ужасные отзывы, поэтому будьте аккуратнее. Логично, что дешевле там 3000 рублей не стоит покупать кроссы. Опасненько. Тут одна посылка 1,5 стоит. Внутри длинные с хорошим запасом шнурки. Внешне, как и тактильно, очень хорошие. Также они имеют эффект светоотражения. Запасных шнурков, к сожалению, нет. В отличие от обычных шнурков, данные шнурки намертво фиксируют ногу и не развязываются даже при энергичных выпадах в сторону. Но это было бы невозможно без 8 износостойких лент с системой блокировки на 360 градусов рыбья кость. Фиксация ноги стала стабильнее, чем в прошлой версии. Перепад такой же, как и в младшей модели. Псевдо-младшей, просто раньше выходила, а так тоже 4-я. Подошва из 5 слоев, а именно стабилизатор пятки, стабильный опорный слой, слой против кручения, промежуточная подошва под названием Cloud Bomb Popcorn с верхним слоем. Пропитано это все эластичным полиуретаном, ETPU и резиновая подошва с противоскользящим эффектом во время бега. На улице либо в зале не скользят. Протектор кроссовок похож на протектор у шин на спортивных машинах, но он не особо поменял в прошлой версии, которые предназначены для кольцевых автогонок на мокрой трассе. Исходя из этого, на мокром асфальте кроссовки показали себя очень даже хорошо. Боковая поддержка отличная, как и продольная. Нога в кроссовке находится уверенно. Сами кроссовки имеют отличную дышащую систему в связке с антибактериальной поверхностью микробан стельки.
Но не забываем, если у вас есть какие-то проблемы со стопой, допустим, плоскостопие, у вас стельки должны быть специальные. Это для нормальной пронации кроссы, хотя они, наверное, и всем подойдут, но если у вас есть какие-то проблемы, всегда нужно обратиться к врачу. Ноги — это такая вещь, за которыми нужно следить. На ногах кроссовки ощущаются довольно легкими, не считая, что они весят немало. Ходить в них удобно. Стельки изначально не впечатлили, но после нескольких тестов самих кроссовок я понял, что они играют немаловажную роль. Амортизация приятная, прыгучесть, как и в младшей версии, средненькая. Midge Sneaky 4 не подойдут для видов спорта, где требуется более сильная фиксация стопы в боковых частях, к примеру, в баскетбол или теннис. К ним также относятся гандбол, волейбол, бадминтон и тому подобное. Поиграть просто можно, но если, еще раз повторяю, вы проф, однозначно на них смотреть не стоит. Конечно, я могу сказать, что за время тестирования кроссовок я не подворачивал лодыжку и, в принципе, максимально уверенно чувствовал себя в кроссовках, как и в прошлых моделях, но для подобных видов спорта однозначно необходима специальная обувь. Я в этих кроссах побегал, ничего фееричного, я еще раз повторяю то, что говорил в распаковке. Тяжелые они. Когда привык к чему-то до 300 граммов, это кажется все равно тяжелой обувью. Если говорить об уходе за кроссовками, то их можно стирать, вдобавок они хорошо отстирываются и внешний вид не портится как материалы, что является, несомненно, плюсом, особенно для белых кроссовок. Многие говорили мне про подошву. Нет, подошва не желтеет, если их мыть. Кроссовки однозначно предназначены для летнего времени года, весной или осенью в них прохладно. Хотя, с другой стороны, я в них вообще зимой ходил, как и многие. Но если вам важно ваше здоровье, не стоит. По крайней мере, в Ленобласти именно так, плюс еще продуваться будут. Далее, клей я нигде не заметил, швы ровные, дефектов лично в моем экземпляре я не обнаружил. Торчащих ниток также нет. Мне вообще по плетению и всему остальному они мне очень понравились. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Пока сейчас выгодный курс, вот сегодня постил эти кроссовки, если через Киви покупать, выходит 3200 рублей. Это прям цвет, блеск, красота, плюс у них есть стабильно какой-нибудь купон на странице. Наверное, если начнут сейчас скупать, то купоны кончатся, но в принципе до где-то, наверное, долларов 60 я их однозначно советую. Сейчас они значительно дешевле. Опять же, все зависит от ажиотажа. Если ролик зайдет, то их, может быть, сметут, потому что то, где я покупал, их уже там скупили. Но вдруг на момент вашего просмотра еще и скидки какие-то появятся, я туда обязательно скину промики. В телеграм-канал скидок подписываемся, смотрим, что там интересного, так же, как в телеграм-канал взаимопомощи. И пишем еще, интересно вам вообще кроссовки, буду рассказывать. У меня, наверное, пар 6 еще, которые я не обозревал. Просто эти уже очень хайповые, и про них грех не рассказать. Резюмирую, Xiaomi Midge 4, следующая реинкарнация 2022 года, однозначно великолепный выбор. Если говорить о их весе, он заметен только если взвешивать или сравнивать с другими кроссовками. Опять же, если вы бегун и понимаете, о чем я. Одно дело, когда ты покупаешь что-то за 1008, и оно легкое, и должно быть легким. А другое дело, когда ты это покупаешь за 3000, ты реально понимаешь, что либо ты получаешь что-то тяжелее, либо ниже качеством. Вот и все. На ногах они практически не ощущаются, при ходьбе идеальный вариант, лично по мне. В белой расцветке они выглядят очень даже привлекательно. Специально купил этого цвета, абсолютно он не функционален по мне. Но вот так. Фиксация ноги мягкая, удобная и надежная. Однозначно советую эти кроссовки и любителям легкого бега, и легких видов спорта. По лайту можно и в спортзале спокойно в них заниматься, даже с радостью, я бы сказал. А уж гулять тем более. Не забудьте подписаться на канал, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Кроссовкам однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.